Дыхательные практики– это мощный инструмент для улучшения здоровья, снижения стресса и повышения работоспособности через регуляцию ритма дыхания. Они укрепляют диафрагму, улучшают кислородный обмен, нормализуют работу нервной системы, активируя парасимпатику, помогают при панических атаках, улучшают сон и способствуют реабилитации после болезней легких. Но это общее. Давайте рассмотрим более подробно то, что делает дыхание. Лимфа человека – это прозрачная жидкость, обеспечивающая дренаж тканей, иммунную защиту и транспорт веществ. Основные функции включают возврат в межклеточной жидкости и белков в кровь, очищение тканей от токсинов и бактерий, перенос жиров из кишечника и поддержание гомеостаза. Если проще сказать, лимфа выводит токсины с организма. Лимфа движется по организму за счет мышечных сокращений, работы диафрагмы, пульсации сосудов и наличия клапанов, предотвращающих обратный ток, так как у лимфатической системы нет собственного сердца-насоса. Основной толчок лимфе дают физическая активность, дыхание и сокращение стенок самих сосудов. То есть за движение лимфы отвечает именно диафрагма, развитие которой может производиться только дыхательными практиками. Именно дыхание приводит к очищению организма и его здоровью. Именно по этой причине визуализация при дыхании делается на вывод вредного из организма. Вы вдыхаете энергию и с выдохом представляете, как выходят все вредные вещества. Также дыхательные практики улучшают здоровье, активируя парасимпатическую нервную систему, что снижает стресс, нормализует давление и частоту сердечных сокращений. Регулярные упражнения увеличивают объем легких, улучшают кислородный обмен, укрепляют дыхательную мускулатуру и повышают иммунитет. Они также помогают контролировать эмоции, улучшают сон и концентрацию. Ведь болезни возникают от отсутствия баланса кислорода и углерода в крови, и именно дыханием этот процесс регулируется. Также центральную роль в вопросах пользы правильного дыхания играет блуждающий нерв. Он проходит от головного мозга до внутренних органов и является частью парасимпатической нервной системы, которая отвечает за восстановление организма после стрессовых ситуаций, поддержание покоя и нормализует работу ЖКТ. Во время дыхательных практик мы активируем блуждающий нерв и парасимпатическую нервную систему. При стимуляции блуждающего нерва уменьшается частота сердечных сокращений. Нерв оказывает воздействие на работу органов брюшной полости, влияя на секрецию желудочного сока, движение кишечника и другие процессы пищеварения. Стимуляция блуждающего нерва происходит при медленном дыхании и длинном выдохе. Вероятнее всего, это происходит из-за 3 механизмов. Также происходит барорецепторный рефлекс. Этот рефлекс помогает регулировать кровяное давление и активируется чувствительными к растяжению рецепторами в кровеносных сосудах. Обычно на начале выдоха давление увеличивается, рецепторы улавливают растяжение и активируют блуждающий нерв. Таким образом, замедляется сердечный ритм и снижается давление. Порог срабатывания рефлекса может быть снижен за счет медленного дыхания, а следовательно, повышается тонус блуждающего нерва. Рефлексы Геринга-Брейера. Легочные механорецепторы реагируют на растяжение легких. Они напрямую передают информацию об объеме вдыхаемого воздуха и запускают рефлекс Геринга-Брейера, который активируется при значительном увеличении объема легких, например, во время медленного вдоха, и замедляет дыхание, подавляя стремление к вдоху. Поэтому, когда человек начинает дыхательные упражнения с медленного вдоха, он сразу же запускает этот рефлекс, активируя блуждающий нерв и запуская дыхательные паттерны, способствующие расслаблению. Биологическая обратная связь. Когда мы дышим медленно, это сигнализирует нашему мозгу, что мы находимся в спокойном состоянии. Эта идея согласуется с теорией эмоций Джеймса Ланге и другими подобными теориями. Таким образом, реакция организма на стресс происходит до того, как мы почувствуем страх или печаль. Это говорит о том, что изменение состояния организма, например, его расслабление, может привести к изменению нашего эмоционального состояния. Проще говоря, успокоив тело, можно успокоить разум. Также следует знать, что в нашем организме работают 2 системы. Симпатическая нервная система – режим «бей или беги».
Эта система включается, когда вы чувствуете опасность или испытываете стресс. Сердце начинает биться быстрее, дыхание учащается, а работа желудочно-кишечного тракта замедляется. Нет времени переваривать пищу, когда нужно бороться. Парасимпатическая нервная система. Когда она доминирует, твое тело расслабляется, сердце бьется медленнее, дыхание становится спокойным, и органы начинают работать на восстановление и пищеварение. Это происходит, когда ты чувствуешь себя спокойно и безопасно. Во время дыхательных упражнений мы как бы переключаемся на парасимпатическую систему. Это работает мгновенно, поэтому дыхательная гимнастика очень поможет, если вы чувствуете сильные эмоции, например, злость или страх. Но если вы регулярно занимаетесь дыхательными упражнениями, то происходит как бы перераспределение работы вашего тела в пользу парасимпатической. В итоге ваш организм начинает функционировать более спокойно, что помогает справиться с хроническим стрессом и его негативными последствиями. Ученые провели исследования, выделили две группы испытуемых. Половина из них раз в неделю выполняла дыхательные упражнения в течение 90 минут, а вторая половина просто сидела, не принимая никакого лечения. Психологическое состояние оценивали с помощью опросников и тестов, а биологический профиль путем измерения частоты сердечных сокращений и уровня кортизола в слюне. Результаты показали, что те, кто применял техники дыхания, отмечали повышенное настроение и снижение стресса, как с точки зрения субъективного тестирования, так и объективных параметров. Частота сердечных сокращений была ниже, как и уровень кортизола в слюне. В исследовании состояние испытуемых оценивали по 11 шкалам, таким как субъективная значимость работы, готовность прилагать усилия, перфекционизм, способность отстраниться от работы, спокойствие и психическое равновесие. По большинству шкал средние баллы значительно улучшились в течение курса дыхательных практик. Было обнаружено, что у испытуемого уходит шум из головы за 15 минут. Айтишник, постоянный стресс, невозможность восстановиться, постоянный поток мыслей, 15 минут дыхательной гимнастики, и он наконец-то выдохнул. Если у вас такая же проблема, попробуйте. Хотя бы 5 минут в день. Теперь разберемся, как дыхание влияет на сон. Люди, у которых проблемы со сном, испытывают повышенную активность симпатической системы, что проявляется увеличением уровня гормонов стресса, потреблением кислорода и глюкозы. Американская ассоциация медицины сна рассматривает дыхательные упражнения в качестве эффективного способа лечения хронической бессонницы у взрослых. В этом исследовании ночной сон испытуемых с бессонницей измерялся методом полисомнографии. Те, кто делал 20-минутную дыхательную гимнастику перед сном, засыпали быстрее, сон был качественнее и с меньшим количеством ночных пробуждений, что говорит о нарушениях активности блуждающего нерва при бессоннице. А в другом исследовании наблюдалось значительное уменьшение частоты храпа, дневной сонливости, апноэ и улучшение качества сна у тех, кто применял дыхательные практики. Также дыхательные практики благотворно влияют и на ваш сон. Нейроиммунология – это относительно молодая, но быстро развивающаяся наука. Электростимуляцию блуждающего нерва уже активно применяют для коррекции аутоиммунных заболеваний. Когда мы стимулируем блуждающий нерв, происходит запуск защитного рефлекса. Этот рефлекс помогает снизить воспаление в организме. Он активируется через особые рецепторы, называемые альфа-7 никотиновыми холинорецепторами. Когда эти рецепторы включаются на различных клетках, таких как нейтрофилы, макрофаги и другие, происходит уменьшение активности воспалительных белков, что помогает снизить воспаление в организме. Исследования проводили на команде пловцов Университета Вирджинии. Пловцы подвержены более высокому риску ОРВИ. Результаты показали, что практика цигун, смесь дыхательных и двигательных упражнений, хотя бы раз в неделю помогает снизить частоту ОРВИ. Делая дыхательные практики, наблюдается улучшение памяти, внимания и когнитивных функций. В процессе обучения и формирования памяти важную роль играет ацетилхолин. Этот медиатор секретируется при стимуляции блуждающего нерва, а при хроническом стрессе отмечают его дефицит. Кроме того, есть зона в мозге, которая отвечает как за функции внимания, так и дыхания. В исследовании это изучалось с помощью ФМРТ. Результаты показали, что медитативные дыхательные практики и практики пранаямы приводят к улучшению внимания, настроения и физиологических функций. Также наблюдается и связь с похудением. Существует много статей о том, что дыхательные упражнения помогают сбросить вес. В моей практике также были такие кейсы. Как это работает?
Во-первых, через снижение нашего любимого стресса. Стресс и высокий уровень кортизола способствуют набору веса, поэтому снятие стресса с помощью дыхательных упражнений может здорово помочь в похудении. Кроме того, существует исследование, что дыхательные практики уменьшают чувство голода. Во-вторых, через ускорение метаболизма. Дыхание ки играет ключевую роль в регуляции метаболизма и может воздействовать на процессы потери веса. Согласно исследованию, медленное диафрагмальное дыхание может увеличивать кислородное потребление и ускорять метаболизм. Регулярные дыхательные упражнения могут помочь организму эффективнее сжигать калории и способствовать потере веса. В-третьих, через включение мышц живота и диафрагмы. Одна из причин выпирающего живота – слабость мышц. Дыхательные практики помогают укрепить дыхательные мышцы и мышцы живота. Проверьте, возможно, худеть вам и не придется. Также одна ученица занятий похудела на 4 килограмма за месяц групповых сессий раз в неделю. При этом она курила, не занималась спортом и питалась поздним вечером, не ограничивая себя.